что для России двадцатка и вот как мы реализуем эти решения? Прежде всего, это банк идей. Есть такая поговорка, что в России нет пророка в своем отечестве. То есть мы можем напридумывать все, что угодно, и к этому всегда будет недоверие. А вот если иностранцы скажут, ну, это значит точно здорово. А если еще мы в этом поучаствуем как принимающая решение сторона, а если еще не просто какой-то там 2-3 крупных иностранных финансовых центра сделают, а все финансовые центры с этим согласятся, это здорово. То есть это некая акселерация процесса принятия и реализации решений. Второе, вот дураки учатся на чужих ошибках, вернее, дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, некоторые вообще не учатся даже на своих ошибках. Вот процесс G20 раскрыл как плохой, так и хороший опыт. Вот мы могли догадываться, как вот индустрия за 200 лет создала там ипотечный американский рынок. Мы могли там читать очень много книг, и это тяжеловесный процесс. А здесь, мне кажется, не только финансист, но теперь весь мир знает, что такое сабпрайм. Я извиняюсь, что второй раз употребляю это иностранное слово, но тем не менее ошибки вылезли наверх, вылезли в глобальном масштабе, все с ними познакомились. Первое, что мы сделали в 2008 году в Центральном банке, когда начались кризисные события, мы создали группу из 5 экономистов, которые стали распространять бюллетени внутри Центрального банка с информацией, что происходит за границей, вот какие меры предпринимаются, какие вот вылезают проблемы и так далее, и так далее. Мы создали некий доступ к информации благодаря двадцатке, потому что этот процесс оказался публичным. Ни одна из стран не стала скрывать свои проблемы, они вылезали наружу. И благодаря этому мы смогли сэкономить кучу времени для того, чтобы обойти те ошибки, с которыми встретились наши коллеги. Третье, к чему привело это нахождение неких решений, которые изначально акцептованы. Наверное, можно придумать что-то лучше, чем Базель 3. Наверное. Но это нужно всем продать. На это нужно истратить кучу времени и денег для того, чтобы доказать, что твоя система лучше. Другая сторона придумает, наверное, еще что-то лучше. Она должна другим продавать. В результате получится некое лоскутное одеяло. А как бы отличный враг хорошего. Может быть, вот идеал хорошего заключается как раз в том, что оно хорошо для всех одинаково. А вот отличное, оно будет супер хорошо для какой-то вот отдельной страны. Вот двадцатка позволяет находить хорошие решения, приемлемые, проданные изначально всем, вот 80% GDP, и которые будут реализовываться одинаково. Дело в том, что некоторые регулирующие меры нельзя внедрять в отдельных юрисдикциях, потому что не внедрение их в других юрисдикциях приведет к перетеканию рынка туда. И если я реально хочу некую стабильность, иметь глобальную, то мы должны синхронно внедрять вот эти регулирующие меры. Иначе мы просто лишимся национального рынка, иначе мы себя поставим в заведомо худшее состояние, а те, кто не соблюдают дисциплину или отказываются участвовать в этом процессе, приобретут временные преимущества. Временно не могу сказать, может быть на 3 месяца, может быть и на 100 лет, это неизвестно. Это примерно как борьба с офшорами. С офшорами можно побороться, договорившись всем. Нельзя, вот половина стран откажется от использования офшоров, половина нет. К сожалению, это вот те вещи, которые должны принять решение все. Вот процесс создания Базель 3 – это процесс, который, в общем-то, не нравится ни одной банковской системе, потому что доход на капитал снижается доход на капитал, это означает, что труднее этот капитал найти, он становится дороже и так далее, и так далее. Но это повышает некую финансовую стабильность в целом. Следующее. А вот какие мы основные коммитменты уже на сегодняшний день на себя приняли и занимаемся их внедрением? Это Базель 3, о котором я говорил, то есть это улучшение капитала к возможным шокам, улучшение стандартов по ликвидности. Последнее решение было немножко отложено, потому что пока не договорились о коэффициенте общего левериджа. Кстати, еще очень важный момент, что когда нет консенсуса, решение откладывается или продолжает обсуждаться. И вот в отношении как раз Liquidity Standards по Базелю 3 сейчас нету до конца консенсуса, поэтому оно отложено. Никто не собирается драться за то, чтобы что-то внедрялось хотя бы в половине юрисдикций. Очень важно, что любые решения должны всеобъемлюще распространяться на всех участников процесса. Второе, это выделяются системно значимые институты. Очень важно понять, что в самой финансовой системе
есть не только риск акционеров финансовых институтов. Вот если в обычной среде банкротится организация, это плохо для рабочих мест, это плохо для акционеров, потому что они теряют капитал. Вот финансовая система, это ее банкротство означает, что есть эффект домино, падение доверия. Это как двухколесный велосипед, когда он едет очень медленно, он очень неустойчив. Вот задача регуляторов иметь такую скорость для двухколесного велосипеда, чтобы он и не разбился, и не упал на бок, потому что едет слишком медленно. Соответственно, финансовые институты, которые играют системно значимую роль, недостаточно, чтобы страдали акционеры, достаточно, чтобы эта системно значимая функция продолжала выполняться. Поэтому выделяются институты, в том числе региональные в Российской Федерации, за которыми другой совершенно надзор, другие инвестиции в надзор, и добавляются определенные регулирующие требования, где-то снимающие конфликт интересов, связанных с достижением краткосрочных целей по мотивации, где-то требуется другой капитал, планы реформирования в случае трудностей, которые пишутся заранее и так далее, и так далее. То есть быть системно значимым институтом в целом труднее, чем обычным финансовым институтом, потому что это дополнительные обязанности, это не привилегии. Потому что когда впервые G20 озвучила тему вот таких вот системно значимых банков, мы стали получать письма: включите нас, пожалуйста, в список системно значимых банков и выдайте нам, пожалуйста, беззалоговый кредит по льготной ставке, потому что мы системно значимы. Нет, наоборот. Системно значимый означает большую ответственность и большие ограничения. К 2008 году механизм координации финансовых политик в сфере регулирования уже существовал. Он существовал уже почти 10 лет, и за это время были установлены контакты, созданы рабочие группы, люди научились взаимодействовать между собой, научились договариваться, научились слышать друг друга на самую болезненную, самую острую тему денег. Кому достается больше, кому меньше, кто уступает, и где консенсус для того, чтобы решать эти глобальные проблемы. Так что вот в этом смысле я убежден, что лидерам жутко повезло, им не нужно было создавать новые механизмы. Механизмы существовали. Другое дело, что так получилось на период до этого последнего кризиса, глобальная экономика и экономики отдельных государств развивались в достаточно комфортных условиях. Не приходилось работать двадцатки в формате необходимости принятия жестких, быстрых решений и согласованных решений, которые не допускали бы, ну, например, регулятивный арбитраж или еще какой-нибудь арбитраж, связанный с раскоординированностью действий министерств. Вот эта практика, эти традиции, в общем-то, успешно были подняты на уровень лидеров, и оказалось, что при наличии этого зонтика лидеров многие вопросы, которые годами не решались, могут решаться гораздо быстрее и эффективнее. Здесь, конечно, прежде всего речь идет о реформировании финансового сектора, о финансовом регулировании. У нас с вами ведь ситуация сложилась, что финансовый сектор реально оторвался от сектора, всех остальных секторов экономики. Вместо того, чтобы быть надежным посредником между владельцами ресурсов и теми, кто в них нуждается, финансовый сектор стал доминировать везде и всюду. И заказывать музыку и ее же сам играть. Это лидеры почувствовали. И именно это оказалось стержнем тех решений, которые стали приниматься. И вот настрой на то, чтобы восстановить сбалансированность экономического развития, когда нет гиперразвитого одного сектора, в данном случае финансового, есть сбалансированность внутри экономики, это становится одной из задач структурных реформ. И мне всегда нравится, когда приводят пример Германию. Германия оказалась в числе немногих стран, которые сохранили сбалансированность внутриэкономическую, когда есть промышленность развитая, современная, вклад которой в ВВП страны не меньше, чем финансового сектора. И то же самое, прямо противоположно произошло в Соединенных Штатах Америки и
в Великобритании, где финансовый сектор стал доминировать, и в результате мы получили то, что получили. Еще один конкретный пример положительного влияния двадцатки на внутреннюю политику, на те решения, которые принимаются. Это появление внутри юрисдикций разного рода советов финансовой стабильности. Вот. Двадцатка, так получилось, сформировалась сама. Это были развитые экономики, самые крупные экономики, но одновременно развитые экономики создали Совет финансовой стабильности, который поначалу объединял самые крупные финансовые рынки. Значит, два клуба жили параллельно, существовали параллельно. Мы в двадцатке участвовали в Совете финансовой стабильности с нашим маленьким скромным финансовым рынком. Не могли участвовать, нас никто не приглашал. Было очень странно, правда, участвовать в заседаниях группы 20, когда между собой министры и управляющие центральных банков обсуждали тему финансовой стабильности, решения, которые принимались в другом месте, а мы сидели, слушали и думали, о чем все-таки речь, откуда, какие документы, они что-то знают, свою повестку дня. Но вот мешались лидеры, и эту странную раздвоенность прекратили. Теперь Совет финансовой стабильности существует в том же варианте, что и группа 20. Это дает очень большое подспорье, прежде всего, регуляторам и банковского сектора, и финансов. Плюс мы знаем, что в том же Банке России появился Департамент финансовой стабильности, существует межведомственная группа финансовой стабильности, рабочая группа или комиссия внутри Российской Федерации. Все это плоды такой практической работы этого клуба. Вот. Я могу очень долго еще перечислять, что и как дает двадцатка, но самое, наверное, известное в нашей стране – это подушка финансовой безопасности, это создание стабилизационного фонда и потом все остальные решения. Это один из элементов, который потихоньку формировался, исходя из общения внутри двадцатки, поскольку вопросы управления активами периодически возникали в благоприятные нулевые годы, и волей-неволей эта идея кристаллизовывалась и получила поддержку уже здесь внутри страны.